Большой город никогда не спал, но на его глухой промышленной окраине жизнь казалась замершей и безжалостной. Здесь, среди разбитых дорог, ржавых заборов и унылых пустырей, заросших сорной травой, проносились лишь серые грузовики, обдавая обочины пылью и гарью. Люди, спешившие по своим делам, никогда не смотрели под ноги. Никто из них не замечал, что в узком зазоре между тяжелыми строительными плитами сжался в крошечный комок маленький щенок. Ему было всего около 9 недель от роду. В этом возрасте домашние щенки еще пахнут материнским молоком и проводят дни в безопасных играх. Но этот малыш, которого позже назовут Олафом, уже познал худшие стороны жизни. Он оказался совершенно один. Без защиты, без крова и без малейшего понимания того, почему этот мир так холоден к нему. Щенок провел на улице целую неделю. 7 бесконечных дней и ночей, которые для него растянулись в вечность. С наступлением темноты температура стремительно падала, и ледяной ветер пронизывал его тонкую, испачканную в мазуте шерстку до самых костей. Каждая тень казалась угрозой, каждый резкий звук заставлял его тельце содрогаться от крупной дрожи. Голод стал его постоянным спутником, вытягивающим последние силы. Ребра щенка отчетливо проступали под кожей, лапы ослабли, а глаза закрывались от истощения. Единственным его сокровищем в этом хаосе был сухой, черствый кусок белого хлеба, который он нашел в придорожной пыли. Этот кусок был твердым, как камень, и покрыт грязью, но малыш крепко держал его в зубах. Хлеб был для него не просто едой, которую он даже не мог разгрызть, а символом спасения, последней соломинкой, связывающей его с жизнью. Он охранял его так, словно от этого зависело его существование. Казалось, финал этой истории предрешен, крошечная серая точка на обочине тихо угаснет, став частью печальной городской статистики. Но внутри этого хрупкого существа билось удивительно сильное и упорное сердце. Олаф отказывался сдаваться. Даже в самые темные минуты его дух не был сломлен, и он продолжал ждать, всматриваясь в равнодушный мир. В тот день волонтеры из спасательной организации Sedok Specials прочесывали этот неблагополучный район. Когда они заметили среди бетонных обломков крошечный силуэт, их сердца болезненно сжались. Щенок выглядел настолько истощенным, что они поняли, они успели в самый последний момент. Еще одна холодная ночь, и спасать было бы уже некого. Спасатели начали медленно приближаться к укрытию, стараясь не напугать малыша. Опыт подсказывал им, что уличные собаки, доведенные до отчаяния, часто проявляют оборонительную агрессию, рычат, кусаются или пытаются убежать и спрятаться еще глубже. Люди были готовы ко всему, но то, что произошло дальше, поразило их до глубины души. Когда Олаф увидел приближающихся людей, он не зарычал и не сжался в ужасе. Вместо этого его крошечный, похожий на прутик хвостик робко, но непрерывно зашевелился. В его широко раскрытых глазах не было злобы или страха, только чистая детская надежда. Существо, которое мир до этого лишь игнорировал, радовалось простому человеческому вниманию. Более того, Олаф сделал то, чего никто не мог ожидать. Все еще сжимая в зубах свой заветный кусок черствого хлеба, он сделал несколько неуверенных шагов навстречу спасателям и протянул им свою единственную добычу. Крошечный, умирающий от голода щенок пытался поделиться своим сокровищем с незнакомцами. Это был его мирный дар и манифест безграничного доверия. Малыш словно говорил: «У меня ничего нет, кроме этого хлеба, но я отдаю его вам, только не оставляйте меня здесь». Этот жест поразительной щедрости растопил сердце волонтеров. Спасатели бережно завернули щенка в теплое одеяло и прижали к груди, пообещав, что его одинокие и полные страха дни навсегда остались в прошлом. Олафа немедленно доставили в ветеринарную клинику. Под ярким светом ламп стало видно, насколько он хрупок, он весил ничтожно мало и легко умещался на половине человеческой руки. Врачи провели осмотр,
обработали его от паразитов и начали процесс бережного восстановления. Вопреки неделе голода и холода, воля к жизни и невероятно позитивный настрой помогли щенку избежать смертельных болезней. Получив медицинскую помощь, он отправился на временную передержку. Спустя неделю Олаф встретил свою постоянную семью. Молодая пара, увидев историю маленького пса с куском хлеба, сразу поняла, что это их собака. Когда они привезли его домой, они были готовы к долгому и трудному периоду адаптации, который обычно проходят уличные животные. Они ожидали, что щенок будет прятаться, бояться громких звуков или проявлять недоверие. Но Олаф снова удивил всех. С первой же секунды в новом доме его сердце оказалось распахнуто настежь. Он не сделал ни одного шага назад и сразу пошел на контакт, уткнувшись мокрым носом в ладони хозяев. Было очевидно, что малыш испытывает колоссальную, всеобъемлющую благодарность за свое спасение. Он буквально ходил за новыми хозяевами хвостиком, стараясь ни на секунду не упускать их из виду. Куда бы они ни шли, на кухню, в спальню или в сад, маленькая серая тень неотступно следовала за ними. В глубине его памяти все еще жил страх снова остаться одному, потерять это внезапно обретенное тепло, поэтому он каждую минуту проверял, на месте ли его люди. Забота и любовь начали медленно исцелять его израненную уличной жизнью душу. Проходили недели, и благодаря правильному питанию и постоянной заботе Олаф начал стремительно меняться. Его тусклая уличная шерсть сменилась густым, блестящим серым мехом, лапы окрепли, в глазах зажегся озорной огонек. Из испуганного заморыша он превратился в красивого, сильного и полного энергии пса. Его природное любопытство не знало границ. Для собаки, которая раньше видела лишь грязный пятачок земли у бетонной плиты, просторный дом и ухоженный зеленый сад казались целой вселенной. Олаф с упоением исследовал каждый угол, прислушивался к домашним звукам, гонялся за бабочками и радовался каждому новому дню. Однако вскоре у него проявилась одна весьма специфическая и забавная черта, ставшая его визитной карточкой. Олаф оказался абсолютно равнодушен к стандартным собачьим игрушкам, мячикам, пищалкам и резиновым косточкам. Вместо этого он развил в себе настоящую одержимость коллекционированием камней. Каждая прогулка превращалась для него в серьезную исследовательскую миссию. Олаф долго ходил по саду или округе, низко опустив голову и тщательно вынюхивая землю. Он не хватал первый попавшийся булыжник, а вел себя как привередливый эксперт, оценивал форму, вес и текстуру. Найдя идеальный экземпляр, он с гордо поднятой головой и невероятно важным видом нес его в зубах хозяевам. Он бережно складывал камни у их ног, преданно заглядывая в глаза. Камни заменили ему все игрушки мира, он бегал с ними, спал рядом со своей кучкой и бдительно охранял ее. Хозяева со смехом называли его своей маленькой рок-звездой, а соседи приходили посмотреть на пса-геолога, который никогда не возвращался домой с пустой пастью. Когда началась пандемия и мир погрузился в изоляцию, хозяева Олафа приняли решение открыть двери своего дома для программы временной передержки других бездомных животных. Они подумали, что это будет отличной возможностью помочь нуждающимся четвероногим и подарить Олафу друзей для игр. У них были легкие опасения, не начнет ли пес ревновать хозяев и защищать свою территорию. Но Олаф проявил невероятную чуткость и благородство. Бывший уличный щенок, который сам когда-то дрожал от страха, не проявил ни капли эгоизма. Напротив, в нем проснулся инстинкт старшего брата и мудрого наставника. Он словно помнил свой собственный опыт и решил посвятить себя помощи тем, кто сейчас находился в беде. Как только в доме появлялся новый подопечный, обычно напуганный, забитый и недоверяющий людям щенок, Олаф брал его под свое крыло. Он подходил к новичкам очень аккуратно, без резких движений, показывая свои мирные намерения. Он делился с ними едой, уступал место на мягком коврике и буквально водил их за собой по дому, объясняя местные правила.
Аллав стал лучшим психологом для травмированных животных. На своем примере он демонстрировал им, что человеческие руки — это источник ласки, а не угрозы, и что в этом доме им больше ничего не грозит. Он помогал им преодолевать страх, вовлекал в веселые игры на траве и согревал своим теплом во время сна. Маленький пес, спасенный когда-то с помощью обычного куска хлеба, прошел удивительный путь духовного роста. Из испуганного уличного бродяги он превратился в сильного, счастливого пса, который сам стал спасителем для десятков других душ. Прошли годы, но его глаза остались прежними, в них все так же горит огонек безграничного жизнелюбия, доброты и благодарности. Маленький, но свирепый в своей воле к жизни, Аллав доказал, что даже самый скромный дар, предложенный с чистым сердцем, может изменить мир к лучшему и запустить бесконечную цепочку добра. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.